В теплом осеннем свете парк выглядел почти волшебно. Воздух был наполнен запахом прелых листьев, где-то вдали плескался фонтан. Среди этой тишины вдруг остановилось время на тропинке, под сенью старых деревьев, где встретились два человека из разных миров. Девочка, не старше 9 лет, с 2 тугими косами и в поношенном платье, появилась словно из ниоткуда. Ее глаза были серьезными, взрослыми не по возрасту. В руках она держала старую, потертую картину. Холст был закопчен, рама потрескавшаяся, и все же в этой вещи чувствовалась невероятная сила, как будто она хранила в себе целую эпоху. Мужчина в дорогом, идеально сидящем костюме проходил мимо, задумчиво разглядывая экран телефона. Он не заметил девочку сразу, но почувствовал ее взгляд. Он поднял глаза, и девочка сделала шаг вперед, молча протянув картину. Не было просьбы, не было слов, только настойчивая, немая надежда. Он взял картину осторожно, почти с неуверенностью. Взгляд женщины с портрета тут же пронзил его. Все вокруг исчезло. Шум деревьев, блики света, даже сам парк. Он смотрел в глаза матери, которую не видел с самого детства. Он вспомнил, как в доме его детства этот портрет висел над камином, символ уюта, любви и чего-то почти священного. После ее внезапного исчезновения и череды трагических событий картина исчезла. Ее считали сожженной во время пожара. Он смирился, но с годами потеря только углубилась. Он построил империю, заработал миллионы, но все это было словно попыткой затушить боль той утраты. И вот теперь, спустя десятилетия, она смотрела на него снова с того самого холста, из другого времени. Он не мог поверить. Его пальцы дрожали, когда он провел ими по ободранной раме. Девочка все так же молча стояла рядом. Кто она? Как нашла картину? Почему принесла ее именно сюда, именно сегодня? Мужчина опустился на колено, картину все еще прижимая к груди. В этот момент он понял, в жизни не бывает случайных встреч. Картина, девочка, этот день все было частью чего-то большего. Память, боль, надежда — все переплелось, чтобы вернуть ему частичку души, которую он давно считал потерянной. Теперь он знал, что должен сделать. И не ради искусства, не ради коллекции, а ради того мальчика, который однажды потерял мать и, наконец, нашел ее снова через детские руки и молчаливый жест доброй судьбы.